Всем привет! Пришли две гитары с Томана. Я заказал обычный джазмастер. Это J60. И заказал лимитированную версию в честь их 25-летия. Он называется вроде бы, не помню как, TS-25 что ли, или как-то так. В общем, эта серия Fire Mist называется. Хочу посмотреть, какие у них отличия. Что тут у нас в более дорогой лимитированной версии лучше. А что такое же? Начнем с бриджа. Бридж отличается. Здесь видно более короткий этот бридж. Здесь более массивный. Более длинный, толстый, широкий. Вроде как, точнее, это стоп-бар. А вот бридж, не знаю. Вроде как они выглядят очень похожи, но в характеристиках написано, что тут какой-то другой бридж стоит. Хотя вот видно, что здесь нету винтов, чтобы без отвертки бридж поднимать. Здесь есть эти винтики. Вот видно. Дальше звукосниматели здесь, как я понял, одинаковые стоят. Можно померить, сколько у них выхлоп. Сейчас померяем. 11,3 показывает. И 6,4 практически. 11,3, 6,4. Померяем здесь. Ну, 11,2. 6,45. Ну, собственно, да, идентичные звукосниматели. Дальше, что хотелось бы отметить, это лады. На этой гитаре лады обыкновенные, узенькие, самые обычные лады. Здесь же стоят стальные широкие лады. Это, не знаю, через камеру передастся, но это видно, они выше и они шире. То есть можно померить. Допустим, вот последний взять. 2,65. 2,86 получается. Здесь лады стальные. По характеристикам производитель заявляет, что здесь у нас басвуд, вроде как, это липа. А здесь должна быть ольха. Постучать по ней надо, конечно же, чтобы все поняли, услышали, какая древесина. Ну-ка. Ну, естественно, все услышали эту огромную разницу в звуке. Так, это кот решил прийти на коробку. Так, перейдем к голове грифа. Ну, здесь стандартная обычная голова Harley Benz джазмастеров. Здесь же голова в цвет корпуса с надписью 25 Anniversary. Дальше, как вы видите, колки. Здесь колки, в которых можно спрятать кончик струны, завертеть, а здесь вот колки локовые. Кончик ты не спрячешь, но зато колки локовые. Вот мы видим это. Обычный и локовые колки. Я уже попробовал, колки и там и тут ходят плавно. Дальше здесь обыкновенный neckplate. Здесь neckplate с надписью 25 Anniversary. К сожалению, мне почему-то не повезло. Я покупал новую гитару, не бисток, и мне пришла вот с такой вот царапиной нехеровой. Обидно. В основном гитара в идеале. Но вот царапина такая пришла. И мне еще не пришел чехол фирменный. Там в комплекте должен быть у них чехол еще. Большой, хороший, делюксский чехол. Он мне тоже не пришел. Вот сейчас пытаемся разобраться с посредником. Че кого делать. Дальше. Производитель заявил, что здесь гриф флеймет, типа обожженный. Ну вот видно, вот эти вот полоски все. Здесь гриф просто карамелизированный, или как это называется. Ну, короче, просто гриф. Лады, кстати, по бокам и тут не царапаются. В этом плане все нормально. По форме и вообще гитары выглядят
одинаково. Дальше хотелось бы отметить ширину грифа. Я чуть-чуть подержал эти гитары, и чувствуется, что здесь гриф, он шире. Собственно, я это почувствовал и взял штангель-циркуль и решил замерить. Рядом с первым ладом. 42,68 на 12, 51,73. А здесь получается 42,54 и 51,17. Здесь гриф поуже. И вроде как по профилю он другой должен быть. Здесь гриф по профилю С, а здесь D. Или наоборот, я не знаю. Подставлю на монтаже характеристики. В общем, подытоживая характеристики, отличия состоят: это бридж, это колки на Fire Mist локовые, лады стальные на Fire Mist, корпус ольха, ну и все. Ну, здесь еще идет хороший чехол в комплекте. Мне он не пришел, но он должен идти. Звукосниматели здесь одинаковые. Мне нравится, что сюда ставят на эти модели мощные звукосниматели. 11,5 килоом. У меня уже была такая гитара, только белая. Я ее перед переездом продал. Отличная была гитара, я ее полностью дополнял. Поставил в нее отличный звукосниматель Seymour Duncan Quarter Pound. Там он на 12,5 или 13 килоом. Прям очень хороший, плотный, прям мясницкий такой. Но эти, в принципе, тоже ничего. Я уже по-быстрому подключил эту гитару, и у меня дефолтные настройки на комбике, и я удивился, ну не удивился, я ожидал этого, но насколько эти джазмастеры ярко звучат, то есть очень верхасто. То есть это все можно легко прибрать, там басы прибавить, убрать верхи, либо в какой-то веке можно воспользоваться ручкой тона, она здесь, ну и на формисте тоже работает хорошо, и то есть она не убирает там совсем звук, и не делает его мутным, а вот действительно можно прибрать немножко вверх ручкой тона. И, в принципе, есть Миско, есть GG, неплохие звучки, мне это нравится. Но вот что интересно, она очень звонкая. Ну, собственно, так и должно быть на джазмастерах. Но что хочется сказать, что и западные блогеры, я смотрел обзоры, так как в классических Fender джазмастерах установлены потенциометры на 1000 килоом, 1 мегаом, они ставят эту 1000 и кайфуют от этого звука для любителей слышать комариный писк. Вот это вот я не знаю, я хотел купить эти потенциометры, попробовать поставить. Слава богу, не купил. И это нафиг сюда и не надо. Она и так очень звонкая. Камера у меня, к сожалению, не очень хорошо передает цвет. Эта гитара гораздо более зеленее. Тут она какая-то голубоватая выглядит, но в целом она зелененькая. А, вот что хотел отметить. Эта гитара имеет глянцевое покрытие, а это матовое. И матовое прям супер прикольно трогать. Это очень приятно. Конечно, оно будет маркое, но играть, класть руку на него – это одно удовольствие. Здесь же чуть-чуть локоть у тебя тормозит. Ну, как и на любой глянцевой гитаре. Цвет, кстати, у фаермиста шикарный оказался. Я думал, что это будет слишком как-то вычурно, и мне вообще не очень нравятся такие темные гитары, но она оказалась не темная, то есть достаточно светловатая, действительно такой цвет золотой. Вот, ну а теперь попробуем их в склеечку потестить. Послушаем, есть ли вообще разница в звуке.